Всем привет! Это SPL Lab, меня зовут Кирилл. Сегодня мы поговорим о режиме SQL. Это режим для замера фронтовой акустики, громких фронтов. Открываем программу. Еще разочек пробежимся по настройкам оборудования. У меня подключено сейчас два прибора, Next USB с 4 портами и обычный USB микрофон. Значит, если у нас USB микрофон, USB ртометр, USB Noise метр. В случае USB ртометра дополнительного коэффициента устанавливать не надо. Но он, кстати говоря, для фронтовой акустики не очень подходит для замеров, потому что у него верхний диапазон всего 120 дБ. Поэтому для замера фронтовой акустики нам нужно использовать USB Noise метр, либо твердотельный датчик, либо микрофоны HSPL. Вот. Значит, если мы устанавливаем USB Noise метр, обязательно ставим коэффициент, написанный на торце. Если вы где-то купили микрофон, и у вас на торце этого коэффициента нет, скорее всего, у вас USB ртометр, и он для фронтов не предназначен. Он предназначен для замера АЧХ на качество. Если вы используете микрофоны, подключаемые к хабу, то у них также надо вводить коэффициент там около -5, -8. Если у вас твердотельный белый датчик, то это 23,7. Я еще раз это все повторяю каждый раз, потому что забывают и спрашивают. Открываем режим SQL. Пробежимся по настройкам режима SQL. Старт, остановка замера, сброс данных замера, установка значений настроек по умолчанию, общие настройки для обоих каналов. Если галочку снять, то настройки будут для каждого канала индивидуальные. Количество каналов. Сейчас у меня тут 2, но вообще можно до 4 одновременно измерять. Количество знаков после запятой. Время замера. Вот здесь я хотел бы отдельно остановиться. Это диапазон амплитуд. Фактически это настройка для проведения фронт-рейс. То есть то же самое, что бас рейс, только мы здесь можем указать там 110, допустим, и 11 дБ. И все. И эта верхняя граница, если во время замера наш общий результат ее превысит, то тогда у нас будет замер невалидный, он подсветится красным цветом. Вот, то есть фактически можно такие соревнования проводить, и участнику нужно будет удерживать результат все время, вот чем ближе, тем лучше вот к этому значению. То же самое можем сделать и нижнюю границу тоже установить, там, допустим, не меньше 80. И все, если мы запустим замер, у нас здесь будут меньше значения, то все, тогда замер будет невалидным. Далее мы устанавливаем диапазон по частоте. Обычно ставят, конечно, повыше, то есть нам весь диапазон не нужно использовать. Ну, допустим, со 100 Гц или там с 200 до, ну, допустим, до 15 тысяч Гц. Далее настройки гибридного режима. Они нам позволяют одновременно с звуковым давлением измерять вольт-амперные характеристики, то есть мощность полную или активную, соответственно, постоянный переменный ток, режим удержания мы здесь ставим. Ну, в общем, вот эти все настройки, калибровки, шумоподавление, все это стандартные для режима ПВР, и мы их детально разберем, когда будем рассматривать режим ПВР. Если, соответственно, мы отключаем гибридный режим, то у нас остается только информация о замере звукового давления. Значит, хотелось бы еще по поводу вот контрола насчет табло еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы выводить данные замера на второй монитор, вам не нужно покупать никакую лицензию на дополнительные программные опции. Вам нужно просто в любом режиме вот здесь поставить галочку. Если у вас есть второй монитор, то на него высветятся эти данные, они будут продублированы, и вы можете проводить свои местные соревнования. Отключим табло. Вот здесь также у нас спектр, осциллограмма. Все это можно отдельно включать, отключать, как кому нужно, как кому удобнее. Ну, мы все три оставим. Вот, значит, здесь у нас осциллограмма. Вот давайте запустим замер и посмотрим. Вот у нас сейчас осциллограмму. Можем переключить на значение во времени. И, соответственно, смотреть, как у нас меняются вот показания нашего основного значения во времени. Вообще говоря, что такое режим SQL, как он считает?
Он у нас берет среднее арифметическое из всех составляющих спектра и делает из них, то есть вот это вот значение текущее, оно равно среднему арифметическому всех составляющих спектра. А вот это вот зеленое, оно является средним арифметическим во времени из всех вот этих вот текущих значений. То есть получается, для того, чтобы при замере в режиме SQL, при замере в режиме фронтов нам получить максимально большой результат, нам нужно давить максимально на всем спектре с минимумом провалов и максимально во всем времени, то есть с минимумом временных каких-то просадок, чтобы в треке было меньше каких-то пропусков. Вот. По поводу спектра. Ну, тут, в общем-то, все стандартные контролы, цветовые банки, как они у нас были в других режимах, возможности экспорта цветовых банков, вот этих вот кривых, вот этих значений, как в формат Excel, CSV файлы, либо же для сохранения во внутреннем формате программы, чтобы потом при открытии чистого режима загрузить эти данные и их отобразить. Дальше мы указываем диапазон по амплитуде. Соответственно, если у нас стоит галочка «Авто», то тогда спектр будет автоматически масштабироваться по высоте по максимальному значению. Здесь у нас диапазон отображения. И здесь у нас октавное дробление, то есть при больших значениях октавы 1/3, 1/1, мы фактически сглаживаем, то есть все, что внутри этих октав, мы не видим, оно отображается нам таким общим значением, общим столбиком. Но стоит нам увеличить детализацию, мы сразу видим все составляющие, что у нас там внутри. Я рекомендую использовать для замера фронтов обычно 1/3, 1/6, потому что слишком сильно нам тоже детализировать на этих замерах смысла нет, потому что у нас тогда просто будут, из-за того, что мы используем не шумовой сигнал, а музыкальный, будет ниже результат, будут больше провалы. Ну, в общем, это все, что касается режима SQL. Здесь нет ничего сложного, он достаточно простой. Главное запомнить, что нужно давить на всем спектре все время для получения максимального результата. С вами был SPL Lab. Это Кирилл. До новых встреч.